Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней меньше, чем за месяц. Просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг, создание сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительные IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры и автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip. Здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что
Приятного вам просмотра, доброго времени суток. Сегодня занимаемся хакатоном, и мы вместе с бизнес-аналистом прошлись по сайту хакатона и выписали определенные моменты, которые там хорошо было бы поправить. И фактически 16 часов вот идет агент, который ведет эту всю работу. Вот видите, в одном проекте сколько одновременно агентов работает, сколько одновременно сессий. Ну вот, да, я вернулся к многоагентной разработке, потому что мне понравилось, как работает кодекс, и я в том числе купил кодекс на максимальную подписку на 200. То есть у меня, пожалуйста, получается уже Cloud Code на максимальной подписке 200. Gemini я попробовал на 100, бестолково абсолютно, нет смысла. На 100 его купил, и еще на 200 купил, получается, кодекс ChatGPT. Ну и вот вернулся к любимой для меня разработке сразу в 5-6 агентов, чему несказанно рад. Могу сказать, что неправильно, кстати, учитывается сессия. Кстати, давайте это сейчас скажем нашему разработчику по дэшборду. Скопировать, вставить. И еще надо, получается, нам скопировать вот это вот и надиктуем ему сообщение. Я считаю, что агентность ты учитываешь неправильно. То есть агент самостоятельно работает сильно дольше, чем ты это показываешь в дэшборде. Поправь, пожалуйста, метрики. Ты как-то неправильно это все учитываешь. Вот. Так что параллельно нашим дэшбордом анализа Token Time Management, Driven Development занимаемся. И вот, да, у меня тут 3 монитора, и на каждом там по как минимум 2 терминала. И давайте посмотрим, что у нас готово, что у нас не готово. Дай мне какой-то промежуточный отчет, что у нас по CI. PCI. Я вам расскажу вообще анекдот какой-то такой. Это, наверное, надо будет в шортс вырезать. Какая ситуация? Я создаю отдельного агента, даю ему роль DevOps. Он настраивает CI. И он настраивает мне переезд с одного сервака на другой сервак и переделывает CI на более такой вот оптимальный, можно так сказать, процесс. И вот мы этим занимаемся. Вот. И девелопер начинает делать разработку и спотыкается там об ошибку 502-503. Вот, я ему копирую это всю ошибку и анализ девелопера и вставляю в DevOps. Он такой: ой, спасибо. Ну как, обычно логично для меня, что если я сказал об ошибке DevOps, то он такой: окей, задача понята, я все починю, да? Забудь обо всем, я все починю. Он умный, он искусственный интеллект, я уже знаю, что он умеет кодить. Поэтому у меня хорошее ожидание от кодекса, что он, сейчас подхватит работу. Я уже хотел уйти, ожидая, что он подхватит это там за 40 минут, за час сделает. Вот, и я приду, уже проверю результат. Потом думаю, дай-ка я посмотрю, как он отреагировал на это. И он мне пишет обратно: ой, спасибо, это очень важная информация о том, что там возникает такая ошибка, я туда ходить не буду. Я думаю, отлично. То есть я ему пожаловался на проблему в CI, он ответственный по CI, он DevOps. Он говорит: да, спасибо за репорт об ошибке, я ее буду обходить стороной. Я говорю: нет, я тебе дал ошибку не для того, чтобы ты обходил ее стороной, а для того, чтобы ты ее, починил. Он говорит: да, хорошо, ты прав. Я зашью автоматически нарезку тестов по 5 минут, чтобы они помещались в лимиты отбойника сервера, и чтобы это сразу было зашито в проверках, которые мы запускаем. Я такой: боже, думаю, это как быть одновременно таким умным и таким тупым? Я говорю: нет, ты отвечаешь за сервер, ты поднял CI, ты DevOps. И ты настроил так, что там лимиты 5 минут, и потом автоматический отбойник. Сними ты эти лимиты, зачем ты городишь какие-то костыли, чтобы это все как-то работало? То есть это же просто нелогично, это просто неправильно. Он такой: да, точно, зачем нарезать тесты по 5 минут, если можно снять ограничения с сервака? Вот, и он погнал тогда уже делать. То есть какие-то такие странные моменты бывают с этим искусственным интеллектом. Он такие сложные моменты там берет, поднимает, делает, реализовывает, а в какой-то такой банальной логике он, ошибается. Как будто бы кто-то ему дает специально команду, чтобы люди не чувствовали себя такими неполноценными, тупи в обычных понятных моментах, где человек может тебя поправить. И
ладно, если бы он останавливался, но это агентская разработка, то есть он просто сообщение, и он бы погнал все дальше выполнять. Если бы я вовремя не прочитал это его сообщение, то тогда бы я не смог это все поправить вовремя. Так что общий вывод, читайте, пожалуйста, что искусственный интеллект пишет, его ошибки выводов правьте на лету. Это вот конец шортс. Если искусственный интеллект меня слышит, нарежь из этого длинный шортс, не ограничивай 40-секундным, возьми все смыслы из этого отрезка в один шортс. Окей, теперь погнали читать, что он там сделал за отчет. Наш DevOps гений. Промежуточно C уже существенно лучше и работает на Hetzner Postgresql, не на Cloudflare D1. PR1209 в main. NPM-тест теперь выдает в самом хвосте причину, точную координату, сеет, команду повтора и совет. Полный локальный контур, 5610 тестов примерно за 23-25 секунд, без общего дедлайна и обязательных шардс. Ну да, до этого он настроил так, что это было 20 минут, 5000 тестов проходили, а сейчас уже они проходят не 25 минут, а 25 секунд. Ну то есть разница в сколько? 60 раз. Что-то не выделяется до конца как-то. Продукцион E2E масштабируется под спурам. 571 сценарий сократился примерно с 19:20 до 4:6:5 минуты. Успешные тесты не пишут тяжелые артефакты. Красные сохраняют процесс скриншот видео. Диплей теста используют общий Hetzner лоск. Релиз ждет активную приемку, поэтому больше не переключает батскинт посреди тестов. Короткие сетевые 502-524 получают до 3 видимых повторов. Продуктовые 4xx ассерты не маскируются. PR1217 исправил 2 найденных продуктовых дефекта. Приватные видео больше не принимаются. GitHub Preview ждет конечный ответ. Живой таргет 4.4 зеленый. PR1227 устранил новый инфраструктурный корень. Подписанный изолированный тест Centaur больше не упирается в публичные лимиты по медиа 30 загрузок в час. Публичная защита сохранена и клиентам не обходится. Мутацион ред доказан. Медиапродукцион 15 зеленых за 49 секунд. Актуальный продукцион снова развернут на точном ап91 FBD3. Хелк зеленый. Прямо сейчас идет полный пост-диплей набор без сокращения покрытия. Нашел еще один настоящий CD-баг. Старый уже запущенный workflow мог завершиться после нового и откатить диплоедша назад. Актуальный релиз я восстановил. Следующим изменением ставлю серверный монотонный гувард, чтобы устаревший ша физически не мог перезаписать новый майн. После полного зеленого прогона обновлю дашборд и дам разработчикам короткую инструкцию git fetch reading mine. Меня волнует вот это успешные тесты, не пишут тяжелые артефакты. А такое ощущение, что он просто облегчил CI и за счет этого ускорился. У меня есть ощущение такое, что ты облегчил CI и сделал его менее эффективным, и поэтому он стал быстрее. Это так? Нет, проверки покрытия я не облегчал. Ускорение получено не удалением сценариев, а параллельностью и устранением лишней записи на диск, что осталось без изменений. Все 571 продукцион сценарий запускаются целиком. Все assertions, setup, teardown, обращения к живому сайту и PostgreSQL выполняются. Тесты по-прежнему идут через браузер и проверяют фактические записи-ответы. При падении сохраняются скриншот, трацы и видео. Именно тогда они нужны для диагностики. Последний полный прогон реально нашел дефект навигационной гонки, а предыдущий — приватный URL каскад 429. То есть чувствительность не снизилась, что перестало делаться. Для сотен зеленых сценариев не сохраняются трацы видео скриншот, которые никто не разбирает и которые не влияют на пас-файл. Playbrick все равно исполняет те же действия и assertions. Он лишь не оставляет тяжелый архив успешного пути. Это аналогично не хранить sorry dump процесса, который не упал. Логично. Фактические цифры это подтверждают. Новый полный прогон исполнил 571 сценарий, дал 540 пассет 30 децларит скипс 1 файлет и поймал точную навигацию на C. После исправления этот файл отдельно зеленый. Сейчас я добавляю мутацион ред именно на ожидание правильной навигации, а затем повторю полный набор. Если хотите, успешные процессы можно хранить выборочно для профилирования, но возвращать их для всех 500 зеленых тестов сделает C тяжелее, неэффективнее. А что у нас по вот этим вот штукам, которые ты сказал, failed или законно пропущенные? Это о чем? Точно ли есть у нас какие-то законно пропущенные тесты? Один файлет был недопустимым состоянием. Это навигацион ред в полном пути участника. Я его уже исправил, несущий мутацион ред добавлен. Отдельный живой сценарий после исправления зеленый. С 30 децларит скипс формулировка требует осторожности. Это не 30 успешно проверенных требований. Это сценарий, который Playbrick намеренно пометил скип по условию. Например, когда в текущей редакции нет нужной призовой результатной фикстуры, выключена конкретная опция или старый составной сценарий заменен более точным независимым тестом. Они не делают гати красным, но и не дают доказательства. Поэтому я не буду автоматически объявлять их законными. После текущего полного прогона разложу все 30 по причинам. Действительно неприменимый сценарий, условие должно быть явным и документированным. Дубликат, полностью покрытый более сильным тестом, удалить мертвый сценарий, а не вечный скип. Отсутствующая фикстура или недостроенная возможность – это долг-дефект, который нужно исправить. Случайный скип из-за состояния, убрать условия и сделать тест детерминированным. Итоговая документация будет называть точное число выполненных, допустимо неприменимых и оставшихся долгов. Слово «законные» без такого аудита больше использовать не буду. Тут надо думать, с одной стороны, грубо говоря, да, какие вот бывают тесты. То есть, если изменения там
мы поменяли кнопочку, и у нее цвет был синенький, а стал зелененьким, да, то это никак не касается базы данных, и поэтому прогонять тесты по базе данных нет смысла. Но с другой стороны, когда накатывались эти стили, могла сломаться сама кнопка, и она перестала функционировать, и тогда это как раз выявит какие-то database тестинг, что, допустим, человек не может подать заявку на участие в хакатоне, и тест будет пытаться кликнуть по этой кнопке регистрации, скажем, которая поменяла просто всего лишь цвет, и будут падать именно database tests, потому что что-то там не случилось. То есть она clickable, но бэкэнд не подтянулся за этим clickable состоянием. Поэтому оставлять ли все, то есть есть ли какие-то действительно тесты, которые 30 и которые не должны проверяться. Ты знаешь, давай с тобой вот порассуждаем на такие вот моменты. С одной стороны, если есть какие-то тесты, там, допустим, мы поменяли поле, какой-то input местами или там добавили какой-то визуальный элемент на страницу, с одной стороны, там не касается это все других элементов или там базы данных, и поэтому какие-то разрешенные для скипа, да, для непроверки. Но с другой стороны, если это изменение сломало какой-то невидимый и неявный backend functions, то как раз вот те вот, которые вроде бы не относятся к этому изменению теста, они могут выявить, что что-то из функционала фактически сломалось. Поэтому насчет вот этих вот 30 законно пропущенных у меня такой вопрос. Во-первых, если они ничего не проверяют фактически, то вообще зачем они есть, нужны ли они нам? А если они что-то проверяют и они защищают какое-то поведение, то тогда они не могут быть пропущены. То есть, по моему впечатлению, тест all должен запускать все тесты. И у нас есть закон джунглей и защита от стирания. И поэтому, если какие-то тесты накатились для защиты какого-то поведения или какого-то функционала, а они помечены как законно пропущенные, то это ломает всю защиту. То есть они не имеют никакого смысла. То есть, по моему мнению, должно быть только два состояния. Либо их надо вообще удалить, либо они всегда должны запускаться, и они всегда должны быть обязательными. Так, искусственный интеллект. Если ты слышал, что я надиктовывал, вот этот вот весь блок моего надиктовки логический, запихни в шортс, пусть будет. Так, давайте посмотрим, что он нам ответит на наш вопрос. Но это предыдущий, это еще не наш ответ. Второй полный пост диплей набор зеленый. 541 выполненный прошел, 30 скиппит, 0 файлет за 5-2 минуты. Навигацион патх внутри полного параллельного окна тоже зеленый. Это подтверждает, что ускорение не спрятало дефекты. По скипс уже виден важный факт. Там есть как минимум несколько безусловных тест скип-труе, и стати депендент проверять нечего. Их нельзя считать доказательствами. Я завершаю публикацию исправлений CCD, а аудит скипс фиксирую отдельным явным хвостом. Убрать вечные скипс, построить недостающие фикстуры и оставить только действительно неприменимые сценарии с машинно проверяемой причиной. Он еще не скушал наше пояснение. Давайте остальных послушаем, что он там, это разработчик наш. Препуш дошел до шага 12.12. 5615 сервер постгрискл тестов. Ред 2 синий и критический партиципант Е2 Е зеленые. Полный левисуити стоит в сериализованной очереди за уже идущими акцептанцы прогонами. Продукцион лоск пока принадлежит им, поэтому никаких пересечений фикстур или смены реляси нет. Очередь длиннее обычного, но процесс жив. Текущий владелец лоск все еще выполняет плайврихт, а наш пуш остается ожидающим. Это как раз тот сценарий, из-за которого я добавляю кей поливе и 180-минутный workflow budget. Честная очередь не должна превращаться в случайные SSH обрыв или отмену проверки. Так, вот это ответ на наш вопрос, то, что я надиктовал. Да, я согласен с твоей логикой. Для штатного теста состояние скиппит не должно считаться успехом. Корректная модель такая. Если тест защищает существующее поведение, он обязан запускаться при каждом полном прогоне. Изменение кажется только визуальным, не основание его исключать. Побочный батскин регресс как раз может обнаружиться в неожиданном сценарии. Если поведение неприменимо к текущему продукту, тест нужно удалить вместе с устаревшим требованием либо перенести в отдельный явно названный контур будущей функциональности. Он не должен маскироваться под успешно пройденную защиту. Если тест не может выполниться из-за отсутствия данных, учетной записи, интеграции или состояния продукцион, это дефект фикстуры или инфраструктуры. Такой сценарий нужно сделать детерминированным, а не пропускать. Если функциональность условная, тест должен сам создать нужное состояние и проверить обе ветки условия. Допустимы только технические исключения вне теста, например, несовместимый браузерный проект. Но тогда они должны находиться в отдельной матрице, где соответствующий сценарий обязательно выполняется в подходящем окружении. Совокупный гати все равно не имеет пропусков. То есть строка 541 пассет 30 скиппит не доказывает полный зеленый контур. Честное состояние 541 проверен, 30 контрактов не проверены. Единственный файлет мы уже исправили, но 30 пропусков нельзя объявлять законными без устранения. Я беру это как правило ЦИ. Полный обязательный
предварительной бете успешен только при файле 0 skip 0. Все нынешние 30 сценариев будут разобраны по одному. Нужные сделаю обязательными и обеспечу фикстурами, ненужные удалю вместе с мертвым контрактом. Простого переименования skip или сокрытия его из отсчета не будет. Workit for 1H47M16S продолжаю до факта. Сначала сверим философию, навигацию и SDLC с текущим состоянием веток, затем получу точный список 30 рутими пропусков. После этого уберу саму возможность зеленого ауса skip. Каждый сценарий либо станет обязательным и детерминированным, либо будет удален вместе с доказанным мертвым контрактом. Вот видите, ну вот пока что это хорошо для нас с вами. Человек нужен для разработки, потому что ИИшка сама себя загоняет. Она так логически объясняет какую-то чушь, а потом эту чушь подхватывает следующий искусственный интеллект, потому что она логически очень классно обоснована. И потом разрастается полная хрень по всему проекту, и потом ложится весь проект. Поэтому human in the loop, человек в the loop, как-то не то получилось. Человек в the loop. Так, human in the loop, как это переводится на русский? Это человек в петле. Ну, как-то тоже плохо звучит. Ну, человек в цепочке поставки IT-продукта, разработки IT-продукта, наверное, вот самое близкое. Близкий перевод без того, чтобы каких-то двузначностей смыслов не звучало. Так, искусственный интеллект, это тоже нарежь мне в шортс полностью всю шутку. Так. Главный вывод философии совпал с вашим. Псы нельзя озеленять уменьшением проверки. Сейчас читаю навигацию порциями. Репозиторий сильно ушел вперед и основной чит-скаут отстал на сотни коммитов. Поэтому править буду только в выделенном WARC3 от свежего RigginMine, не задевая чужие файлы. Представляете, пока он настраивал CI-ку, ну окей, сколько там, час. Мейн уже уехал на сотни коммитов. Ну, то есть, я вам повторю, что тут у нас фигачится? Раз агент. Нет, ну это настройка системы. Раз агент, 2 агент, 3 агент, 4, 5, 6, 7. Разработка в 7 активных агентов. Cloud Code подписка закончилась, поэтому он просто в ожидании стучится в закрытые двери, и там, ну, как подписка, то есть это то, что он стучится, это не фактическая работа, ну, не может он ничего сделать физически. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7. 7, 8, ну, пустой, и этот настройка системы. Так что да, вот на 100 коммитов, мне даже интересно, сколько там у нас в гитхабе коммитов. 5130. Ну, 300 коммитов за 11 число, это за сегодня. 486 за вчера. Ну да, ударненько, можно так сказать. То есть, для сравнения, воскресенье было 64, 30, 21, 0, 18, 28, 28, 45, 65, тут вот 486. Ну, это я просто запустил 6 параллельных агентов, чтобы они фигачили, 7 параллельных агентов, которые разработку ведут конкретно по одному проекту, и поэтому так продуктивно вышло. Ну да, я за день, считайте, инвестировал 60% подписки недельной, то есть я за день ухайдокал 60% лимитов, причем, ну, вот такая хитрость, я не знаю, хитрость, не хитрость, получается, когда вы покупаете с $20, как я, ну, получил чуть-чуть больше выгоды, вот так вот вам подмигнул, я получил 20% выгоды, или, может быть, там чуть-чуть даже больше процентов выгоды. Я даже получил выгоду где-то на 80, на $100, да, на $100. Что я сделал? Получается, я был на 20-долларовой подписке, я вначале исчерпал 20-долларовую подписку. Я купил 100-долларовую подписку, и, ну, я исчерпал ее на 80% и докупил 200-долларовую подписку. И в чем секрет? В том, что когда вы покупаете подписку, она сразу нарастает, но деньги с вас больше не берут. То есть вначале я выбрал $20 полностью, потом еще выбрал $80, в сумме я выбрал $100. И это израсходовал за день. А потом я еще докупил на $200, но мне прибавилось не плюс 50%, не плюс 75%, а мне прибавилось сразу 100%. То есть такое ощущение, что я вначале израсходовал 20, потом 100, а потом еще вот 200 расходую. То есть где-то $120 у меня неучтенки было. Ну, в моем случае конкретно это $20 на 100%, $100 на 80% я израсходовал. То есть мне ChatGPT кодекс подарил $100, можно сказать, за счет того, что я
повышал мою подписку. Так что вот так вот можете сэкономить $100 на подписке, на повышении подписки. Ну, то есть, если, наверное, сильно мало денег и хочется экономить, может быть, такое можно повторять, отменить эту подписку, слететь на $20, ее выбрать, потом подняться до $100 и потом до 200, и так делать каждый месяц. Но, наверное, это как-то будет уже против правил, потому что это уже будет какое-то использование системы не предусмотренным путем. А вот один раз сделать так, это вполне логичный и законный способ, я так считаю. Окей, искусственный интеллект нарежь это все в шортс, полностью всю идею от начала до конца. Так вот я вам рассказал, как сэкономил денег на разработке. Ну да, вместо 200 у меня получается 320. Ну и за счет вот этого, то, конечно, у меня получилось 486 коммитов. Ну, это мердж смердженных уже кодов, готовых функций отдельных. Было и за сегодня 331. Ну да. Так что организовать агентскую параллельную работу могу, получается. Осталось иметь достаточно ресурсов для этого. Он говорит, ваш вывод совпал с философией. Ну, философию ж я и писал, поэтому, было бы удивительно, если бы я ей противоречил. В исходниках уже видна важная проблема. Часть скип, неприменимый контракт, а замаскированный сбой, не удалось загрузить фото, регистрация недоступна, endpoint 404, сеть лимит. Такие пропуски точно незаконны. Инфраструктурная ошибка должна после штатных ретро стать понятным файл. Другие зависят от случайного наполнения продукцион. Их надо перевести на создаваемые тестом фикстуры. Запускаю полный контур, чтобы получить именно те 30, которые срабатывают сейчас, а не все потенциальные ветки в коде. Представляете? То есть то, что он говорит, что законно пропущенные, это вообще smoke тест. То есть endpoint 404, его не существует, а туда стучится какой-то, endpoint это API. То есть фронтенд стучится к бэкенду, не может к нему достучаться, возвращается ошибка 404, он говорит, не получилось, и ладно, законный пропуск. Регистрация недоступна, это базовый функционал. Ну как может быть регистрация недоступна? Это, просто загрузить фото недоступно. Это ж без этого не происходит регистрация. Добавляю сейчас не косметику, а исполняемый вариант. Тайл репорт будет перечислять каждый пропущенный контракт с файлом и причиной, а полный плейврик в гате вернет не нулевой код при любом рунтиме скип. Это сначала закономерно покраснит текущие 30, затем я устраню их, а несущий тест не позволит будущему разработчику снова получить зеленый отсчет за счет пропуска. Да, вот сейчас мы с тобой уже делаем правильные вещи, то есть если кто-то закон джунглей использовал для защиты, а кто-то пытается его обойти, чтобы действительно снести чье-то или накатить какой-то нерабочий сценарий, то мы это должны жестко блокировать и запрещать принудительно, и чтобы скип был просто технически невозможным. И мы исходим из общей логики того, что разработчик, он старается сделать хорошо. То есть он не вредитель, а он хочет сделать что-то хорошо, и он хочет довести до продакшена функцию, которую он пилит, но он считает, что он ничего не испортит, если он пропустит или отменит. Поэтому здесь я бы еще тебя попросил накатить какое-то уведомление разработчику, которое он сможет прочитать, что напоминающее о том, что каждый тест что-то защищает и что-то проверяет. Поэтому важно проводить тест all и ничего не скипать, потому что от этого зависит качество всего продукта, а он тоже, как разработчик, ответственен за качество. То есть вот такой вот еще, текст напоминания, убеждения разработчика соблюдать правила и напоминания, потому что, может быть, это новый разработчик, он не помнит философию, у него контекст обновился, он делает что может, и тогда еще, и напомни ему перечитать философию, если он захочет скипать. То есть, если кто-то заводит скип, то ему автоматически должно прилететь вот это сообщение, перечитать философию, и вот это вот в том числе закон джунглей. И необходимость запускать тест-all без скипов. Вот это обеспечь, пожалуйста. И отчитайся мне в дэшборд, как ты фактически это реализовал. Да, что хочу вам показать, не похвастаться, но показать. Он мне отчитывается вот в такой дэшборд. То есть ему построить какую-то отчетную HTML документину, в которую он будет писать результаты своей работы, ничего не составляет труда, а мне удобно, то есть я ничего не перечитываю, и если что-то важное оттуда, из вот этого вот контекста, он пишет мне в дэшборд, и вот сейчас вот я ему дал задание выполнять, и по итогам уже написать в дэшборд, чтобы я не перечитывал историю. Это очень хороший такой типс
подсказка, секретка вам для разработки агентской оркестрации, наверное, для агентской оркестрации, для менеджмента автономных агентов. Искусственный интеллект, возьми вот этот весь смысловой блок и тоже запусти как shorts. Да, именно так и оформляю. Не как подозрение к разработчику, а как полезный стоп-сигнал в момент ошибки. Сообщение будет объяснять, что пропускаемый тест является чужой несущей защитой по закону джунглей, даст точную команду npm run test all ссылки на философию из DLC. Оно появится при попытке добавить новый скип, и если старое условие пропуска сработает во время полного гати. Факт реализации внесу в дашборд вместе с проверкой мутацион лет. Да, то есть, понимаете, наши все разработчики, они зависят очень сильно от CI, от того, как идет проверка, как идет защита кода, защита разработки, поэтому вот в начале, перед тем, как контролировать разработчиков, я контролирую нашего DevOps, который настраивает CI-ку. Ну, а теперь уже, когда он настроен на правильную волну и русло, то тогда уже можно там почитать, что пилят разрабы. Проверил архитектурный дифф и сокращаю поверхность конфликта. Менять все 238 продукцион файлов ради одного правила не нужно. Общий репортер уже делает любой скип красным независимо от импорта. Guard запрещает добавить скип даже в совершенно новый спец, а обязательная фикстура нужна только файлам, где старые условные пропуски еще мигрируются. Это сохраняет жесткость правила без сотен бессодержательных правок. Звучит хорошо. Как будет работать, посмотрим. Ожидание уже превысило 15 минут. Ровно на этой границе прежний экстион с SSH оборвался с Broken Pipi. Локальный процесс остается жив, а новый workflow после мерги будет поддерживать SSH и поливе. Этот длительный реальный сценарий подтверждает, что выбранная граница ремонта не теоретическая. Ожидание превысило 15 минут. Плохо. Обратная связь от разработчика. По-моему, что-то не так. Ты мне отчитываешься о том, что все занимает там до 5 минут, а мне разработчик говорит, что он находится в ожидании 15 минут. Смотрим на ресурсы нашего компьютера. И я сейчас смотрю на монитор ресурсов, то есть оперативка и центральный процессор, жесткий диск. Они абсолютно не загружены. То есть это какая-то неправильная логика реализована. То есть, мне кажется, ты реализовал логику не так. То есть, ты взял весь процесс от начала до конца, и пока весь процесс от начала до конца не прошел, то он блокирует всех остальных. Но у нас есть разные тесты, которые можно распараллелить, а какие-то можно сделать одновременно, последовательно только. То есть ты выпиши workflow агентской разработки так, чтобы агенты не ожидали 15 минут, и то, что можно сделать по ресурсам компьютера без простоя, то должно выполняться уже незамедлительно. Как какие-то там уже движения по центральному процессору пошли, похожие на проведение тестов. То, что я ему надиктовал, это имеет смысл в любом случае. Оперативка чуть-чуть растет. Процессор показывает, что вроде бы идут какие-то тесты. То есть там первый пошел, второй, там третий, там четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот такие вот пики, которые уходят вверх. И, кстати, пики, они доходят до выше, чем 90%, но вроде бы обрубаются вниз. Вроде бы нормально. Вы правы. Я починил обрыв соединения, но оставил слишком крупную критическую секцию. Весь продукцион суете держит один exclusive loss. В итоге быстрый компьютер простаивает, а разработчики выстраиваются в очередь. Key Poly лишь делает неправильное ожидание надежнее. Исправляю саму модель. Deploy будет брать exclusive loss, а независимые тестовые прогоны шарит лоской смогут идти одновременно. Локальная машинная очередь на весь суете убирается. Последовательными останутся только сценарии, реально меняющие один и тот же общий ресурс, под отдельными именованными мутикс. Наш ожидающий прогон сейчас снимаю и сначала чиню оркестратион, чтобы не собирать еще одно 15-минутное доказательство неверной схемы. Я не понимаю, допустим, мы сидели там на D1, сейчас мы уже переехали на PostgreSQL, который выстраивает очередь входящих запросов, и у нас все равно очередь входящих запросов там меньше 1000, грубо говоря. То есть для PostgreSQL это должно быть вообще нормально. То есть зачем мы выставляем последовательность работы? То есть, окей, если мы выставляем последовательность работы 80-90% от ресурсов компьютера, то, что крутится локально, то это законно. А если у нас есть достаточно большие возможности по серваку, то у нас уже нету никаких ограничений по тестированию базы данных. Зачем там какая-то последовательность? То есть в чем здесь логика? То есть это ты просто берешь старую логику узкого места и применяешь ее к базе данных, где уже этого узкого места нету. Зачем? Все мои утверждения, которые
я надиктовываю искусственному интеллекту, их можно нарезать как смысловые блоки для шорцев. Так что искусственный интеллект подхватывает. Да, вы правы. Ограничение Postgres здесь не связано ни с пропускной способностью BD, ни с числом запросов. Я перенес старую B1 модель очереди на новый контур из-за нашего широкого Cyanobdility. В Heredity Only из DLC. Два прогона могли удалить фикстуры друг друга. Это не свойство Postgres, это плохо спроектированная уборка. Правильное лечение. Уникальные данные каждого прогона и точечные финалы Cyanub. Аварийный сборщик удаляет только доказанно старые сироты. Тогда Postgres принимает параллельные запросы штатно, а локальный говернер ограничивает лишь реальную загрузку с пурам до 80-90%. Убираю общий TMP Haskell VB Postgres и телоской широкий постпрогонный свип из обычного NPM тест. Они ускоряю очередь вокруг них. Да, абсолютно верно. То есть это правильная механика. Добавить уникальную ID-шку, чтобы подчищать было понятно что. Вот это мне очень нравится уже, что ты делаешь и как ты строишь. Вот в этом направлении все и делаю. Ну, видите, у нас такая вот SDET-овская сегодня работа. SDET-овская, ну, наверное, SDET-овская, DevOps-овская. Скорее SDET-овская. Но без этого остальные все разрабы, они просто упираются в забор препятствия и не могут разрабатывать адекватно. Ну, то есть опять искусственный интеллект сделал ошибочные выводы и строит вокруг этого какую-то систему, которая заведомо ложная и ошибочна. Поэтому если бы меня здесь не было, если бы вас как людей не было в разработке, то он бы фигню построил всякую. Принял. Делаю именно владение данными, а не новую очередь. Каждый дочерний тест-файл получит стабильный хофт-тест runit, а Postgres фикстуры, координату runit тест филе локальный маркер. Сначала найду оставшиеся жесткие из DLC идентификаторы и широкие делите в ROM трип тестах. Уникальный e-mail при общей едите он недостаточен, если TR-DOM удаляет всю редакцию. Ну, вот это уже все похоже на то, что все нормально. Теперь я уже со спокойной душой могу его отправить, чтобы он занимался. То есть сейчас он 2 часа там выполняет эту цель. Я его могу благословить на выполнение этой задачи. Он меня понял, я его понял, что он правильно все делает. Наверное, еще финальное. А результаты, пожалуйста, напиши в дэшборд, чтобы каждый разраб, а их сейчас 6 человек, получили данные о том, что у нас уже новые правила, что ты улучшил что-то и, что все нормально, адекватно работает. Они и сами, может быть, это все заменят, увидят, заметят, но ты это явно им напиши, пожалуйста. Так, он переписывает дэшборд, а я подумал, что он переписывает правила сяки. Хорошо, что он туда не лезет. И ты помнишь, ты должен по правилу джунглей там защитить свою вот эту вот логику, которую ты напишешь, что нельзя скипать и уведомления, чтобы никто это не снес. Да, обязательно. Первый параллельный факт уже нашел еще 2 оркестратион дефекта, поэтому в дэшборд напишу не преждевременное все готово, а актуальный статус и затем заменю его финальным фактом. Один процесс не ждал Postgres и выполнил 5615 тестов за 16,1 секунды с параллелизмом 10.9. Второй столкнулся не с БД, а с гонкой Linsuri Deps при одновременном создании Symlink. Теперь чиню ее. Старые тесты документации все еще требовали удаленные глобальные лоски закономерно покраснели. Обновляю несущие контракты, не обхожу их. После исправления повторю именно 2 одновременных полных прогона. Только результат оба зеленый пойдет разработчикам как готовое новое правило. Помню. Защита будет трехслойной и уже частично работает. Рунтиме. Любой сработавший тест скип превращается в красный обязательный контракт с напоминанием о законе джунглей. Препуш. Новый скип фикс не блокируется, в том числе в совершенно новом спец. Мутацион ред. Я физически удалю в файле твердицкий текст напоминания по очереди и зафиксирую, что несущие тесты краснеют. Плюс рекурсивный тест запрещает обойти общую фикстуру прямым импортом там, где остался старый условный скип. Это не останется правилом только в документации. Вот это я уже доволен. Вроде бы нашего DevOps нас направил на путь истины, а разрабы, они уже столкнутся с новым правилом проверки, приемки, и для них это будет с одной стороны облегчение, что все идет быстрее, не надо ждать 15 минут какой-то очереди, которой не надо ждать. Вот видите, прогоняются смоук-тесты. Это значит, что кто-то какую-то фичу допилил, закончил и тестирует перед заливкой. А с другой стороны, это я хотел увидеть. Это просто песня удовольствия услада для глаз. Канонический deploy скрипт уже содержит и защиту от устаревшего workflow, и безопасную ротацию релизов. Сейчас подтверждаю, что на сервере установлена именно эта версия. Это обязательная предпосылка перед первым доказательным деплоем. Да, то есть он хотел скипнуть по-старому, а workflow мы уже надавал по рукам, что нет, все, уже так не делаем, уже гоняем только все тесты, а то законно пропустить, что человек не может зарегистрироваться, это же вообще жесть какая-то. Да, я думаю, сегодня было много
пользы. Такая вот базовая оркестрация агентами. Спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе с каналом. Если досмотрели это видео до конца, буду рад, если вы там лайкните и напишите под видео короткий коммент «Спасибо», чтобы YouTube понял, что полезное видео и рекомендовал еще кому-то. Желаю вам создать отличные IT-продукты, и пусть они станут миллиардниками, единорогами в долларах. Всех благ!